Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся самой актуальной информацией на 17 февраля. Обращаем ваше внимание, что 17 февраля день Николая Студенова. В этот день с вами просим о помощи в работе и достатке. Все ваши просьбы обязательно будут услышаны Николаем, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и знаете, какую молитву обязательно нужно сказать, а также что в этот день обязательно нужно сделать. Далее более подробно в этом видео. Итак, друзья, 17 февраля ассоциируется прежде всего с периодом очередных и сильных заморозков. И их называли в простонародье Никольские морозы, в честь святого, память которого прославляется в этот день, день Николая Студийского. Сам Николай был греческим исповедником и ведущим, или, как называли раньше, игуменом, который обладал невероятным даром исцеления. В народе этот день прозвали Николай Студеный по созвучию слов. И действительно, обычно в день 17 февраля выпадали очень крепкие и знойные морозы, поэтому в этот день старались не выходить из дома лишний раз. Кололи с вечера дрова и сильно топили свои печи. К тому же, согласно народным поверьям, дикие звери в этот день устраивали свои игрища, а значит, путь за пределы своего населенного пункта людям был заказан. В полнолуние в лесах было особенно много зайцев. В этот день на Николу у волков и лис начинался период брачных игр, а охотникам бесполезно искать зверей по следам. Говорят, что о них знает только сам Николай Студийский. Знахари, колдуны и волшебники в этот день заговаривали ветер, делали таким способом отвороты, привороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы. В наше время правильным решением будет сходить к врачу и обследоваться в этот день. А также постарайтесь в этот день, 17 февраля, решить все свои вопросы со здоровьем и помолиться небесному покровителю. И мы уверены, что Николай Студийский вам в этом обязательно поможет. Главное, чтобы это было от чистого сердца. Погодные условия и небо может в этот день многое нам рассказать. Так, если туман слишком низко опустился к земле, то это говорило о том, что на улице потеплеет и выпадет снег. А вот если туман поднимется, то хорошая будет погода. Морозные узоры на окне рисуют картинку снизу вверх, то это говорило о том, что будет мороз. Лес вдали кажется темным, то вскоре будет потепление. На оттепель будет слышно чириканье воробья, а голуби будут ворковать на тепло. На Николая Угодника женщина уделяла особое внимание домашнему скоту, чтобы дикие звери не тронули его. Для этого читали особые молитвы и делали обереги. Важную роль играли в эту ночь сны. Если приснилась птица, то это к приятным новостям. А если во сне появилась свинья, то тяжелые времена скоро настанут. Нельзя в этот день собираться и в дальнюю дорогу, пути не будет. Но коли уж возникла неотложная причина, следует горячо помолиться небесному покровителю этого дня. Займитесь сегодня домашними делами, которые раньше откладывали на потом. Сегодня можно хорошенько пересмотреть все вещи в гардеробе. Перебирайте и оставляйте более легкие вещи. Перебирать и оставлять более легкие вещи, конечно, еще рановато, но кто его знает, какая погода нас ждет впереди. Но все-таки пересмотреть уже можно. И постарайтесь избавиться от тусклых цветов в гардеробе. Пересмотреть можно и нижнее белье, носки. Наверняка там есть что выбросить, и носить уже это не нужно. А застиранные футболки тоже не добавят настроения вам. Сложите все ненужные вещи в сумку и отдайте эти вещи людям, которые в них, возможно, нуждаются.
Возможен еще вариант сдать в специальный контейнер, который перерабатывает одежду. Так вы сможете немного освободить полки в шкафу от вещей, которые не носите, и в выходной день можно поехать в торговый центр за обновлением гардероба. Помните о том, что 17 февраля по народному календарю нельзя обрезать ногти и волосы, иначе можете привлечь на себя всевозможные неприятности. Воздержитесь сегодня и от экспериментов с прической. Не отстригайте большую часть волос. Кончики подстричь сегодня можно. Отмените запись и к вашему мастеру маникюра. Завтра будет лучший день для встречи. Сегодня хорошее время, чтобы вплотную заняться своим здоровьем, приступить к спортивным занятиям, обратиться к здоровому образу жизни, а также избавиться от любых вредных привычек. На пользу пойдет прогулка на свежем воздухе, но все-таки одевайтесь потеплее, все-таки еще зима. Поберегите себя и свое здоровье, полюбуйтесь красотой зимнего вечера. Ваш организм сейчас жаждет витаминов. Прислушайтесь к его требованиям, накормите его чем-то полезным, витаминизированным. Желательно по возможности не в таблетках, а именно в натуральном виде. Также обращаем внимание, по народному календарю сегодня 17 февраля запрещено сильно веселиться. Посиделки с друзьями стоит сегодня отменить. Хороший день, чтобы провести его на работе. Уже, друзья, середина месяца, и нужно разобраться с отчетностью, планами и целями на следующий месяц. Стоит обсудить с коллегами свою продуктивность и закрыть ранее нереализованные проекты. Начальство очень любит инициативу от сотрудника, поэтому не стесняйтесь, проявите ее сегодня. Расскажите о своих идеях, как можно сделать лучше, качественнее и даже в быстрые сроки. В идеале сделать вы можете какую-то небольшую презентацию, чтобы показать все в картинках. Информация будет легче восприниматься, и ваш начальник увидит, что вы потратили немало времени для этого. Скажите сегодня нет и спиртным напиткам. Употребление алкоголя неприятно повлияет на ваше состояние в целом. Сегодня могут возникнуть даже галлюцинации. Сегодня вечером вы можете сделать сок из свежевыжатых фруктов. Используйте сегодня яблоко, лимон, лайм, клюкву, апельсин, шпинат и имбирь. Ну и, конечно, пряности для вкуса. Свежевыжатые соки содержат сейчас маленькое количество клетчатки и белка. Приготовленные фреши это могут быть только из овощей, и они положительно повлияют на ваш организм. В них содержится меньше углеводов, и хорошо они пьются без сахара. Если вам хочется добавить сахар, замените его на мед или варенье. Счастливчиком, который 17 февраля появился на свет, покровительствует сам Николай Угодник, один из самых добрых и почитаемых святых. В качестве камня-талисмана рекомендуется именинникам носить турмалин, а с именинами можете поздравить и сказать пару приятных слов своим близким и родным с такими именами: Никита, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Георгий, Егор и Анна. Пусть их день начнется с приятной и бодрой нотки. И как, друзья, мы сказали, сегодня день Николая Угодника, и вы к нему можете обратиться о помощи в работе и деньгах. Для этого вам нужно прочитать следующую молитву. Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель, очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справиться со смутой в душе. Коли сажено мне греховное, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Не спошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так, аминь. И после этого попросите Николая о том, что вам действительно нужно. Работа, возможно, деньги. Только скажите более конкретно. Не просто так, мне нужна такая-то сумма, а для каких конкретно целей. И Николай Угодник обязательно вам поможет. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 17 февраля 2022 года.
По лунному календарю у нас с вами сегодня 17-й лунный день. Сегодня у нас Луна в знаке зодиака Дева. Сегодня, вы знаете, после полнолуния, которое нас всех ожидало 16 февраля, сегодня все-таки 17 февраля более спокойный день, и сегодня время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно будет благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело будет идти на лад. Однако следует тщательно контролировать свою энергию, потому что не все могут выдержать значительную перемену ритма. Вы знаете, сегодняшний день, 17 февраля, будет переполнен положительной энергией. Наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения, которых они ждали уже давно. По этой же причине есть вероятность и судьбоносной встречи в этот день, которая осчастливит вас удачным браком, так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день. Помимо этого, распределение такого обилия энергетики ляжет и на ваши плечи. Если вы умеете ею управлять, день пройдет идеально. Если же вы допустите слабость и растеряетесь, как и куда направить это буйство, все может закончиться весьма печально. В этот день многие устраивают шумные вечеринки, которые заканчиваются обычной попойкой или дракой. Этот день, друзья, и пропитан любовью, которой захочется дарить своей второй половинке много и бесконечно. Поэтому именно сегодня возможно примирение двух влюбленных сердец. Также сегодня могут быть и удачные бракосочетания. Особенно прекрасны и любвеобильны в этот день женщины. Вы знаете, энергетика этого дня все-таки плодотворна и для творческих начинаний, так что у вас есть прекрасная возможность самовыражения, которая закончится небывалым успехом. Только, пожалуйста, направьте энергию в созидательное русло, и вы станете автором настоящего шедевра, который удивит вас самих и даже всех окружающих. Что же касательно стрижки волос в этот день, то сегодня по лунному календарю не нужно бояться никаких манипуляций с волосами. Можно сказать, что для этого этот день и предназначен. Даже самая простая стрижка принесет много пользы. Ну а если вы решитесь на смену имиджа, то точно не пожалеете. Будьте сегодня смелее и попросите сделать вам такую прическу, которую вы давно хотели. Парикмахер поделится с вами советами по укладке вашей новой стрижки, что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем. Вы знаете, в этот день, 17 февраля, красота приумножается, поэтому стоит уделить ей чуть больше внимания. Волосы, наращенные в этот день, будут долго держаться и поднимать вам настроение. Химическая завивка или кератиновое выпрямление также пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид. Полностью обновившись, ходите повеселиться с друзьями. Но даже в такой чудесный день будьте осторожны, завистненьким вас могут сглазить. Окрас волос натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит отношения сегодня с близкими людьми. Что же касательно прически, то вы сегодня можете заплести небольшую косичку, а затем вплетите в нее желтую ленточку. Такая прическа привлечет солнечную энергию и в этот день станет днем надежд и энтузиазма. Следите, пожалуйста, чтобы ваше веселье сегодня не превратилось в откровенное буйство и грубое пьянство. Напомним вам, что энергия этого дня требует тщательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция. В природе будто бродит хмель, встряски и перепады энергии могут привести к неприятным, к сожалению, последствиям. И масштаб этих последствий может быть значительным и даже трагичным. Именно в этот день произошло кровавое воскресенье, помните об этом. И по лунному календарю были и другие события, которые не очень хорошие, но вошли в нашу историю. Вот такой, друзья, у нас сегодня с вами день, 17 февраля 2022 года.